И снова здравствуйте, это «Укрлайф» с Людмилой Немири, и мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала– торговая марка «Гетман». Совершенно недавно Международный институт свободы сделал большой отчет о состоянии российской экономики после введения обширных санкций 3 года назад. И сегодня мы поговорим о состоянии российской экономики, о том, как санкции повлияли или не повлияли на российскую экономику, и насколько состояние российской экономики может так или иначе, я перефразирую даже, насколько состояние российской экономики может быть основой для прекращения войны. Ярослав Романчук, президент Международного института свободы, известный украинский, белорусский экономист, сегодня с нами. Ярослав, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами, очень рада вас видеть. Людмила, доброе утро, большая честь быть с вами. Я думаю, что тема российской экономики, она очень важна, в том числе в контексте вот тех переговоров, которые начались между новой администрацией Трампа и Украиной, Европейским Союзом, в контексте того, что сделать для того, чтобы как можно скорее закончить войну, не просто закончить, а победой закончить войну. Поэтому, вот, собственно, наша работа была нацелена на то, чтобы не просто там одним абзацем или одной страничкой описать, там все плохо или все хорошо, потому что это не научно, не серьезно, а для того, чтобы сделать такой большой, там почти 30-страничный доклад, в котором можно было бы прочитать и понять, какой ресурс, собственно, российской экономики, как сработали санкции, как мы, украинская экономика и наша материальная база соотносится с экономикой и ресурсами агрессора, для того, чтобы для наших же партнеров с Европейского Союза и США представить реалистичную картинку. Вот, собственно, поэтому была такой сделана работа, и я думаю, что с большим удовольствием приглашаю всех желающих ознакомиться с ней. Там много не только текста, но и картинок, которые мы сделали, потому что для многих людей картинки важнее в современном мире. Красивые все-таки, это же важно. Да, безусловно, Наталья наша постаралась очень хорошие картинки сделать. Ну, некоторые мы увидим во время презентации, поэтому, Ярослав, у меня к вам, знаете, какая просьба? Я даже не буду вас перебивать, вы просто скажите то, что считаете нужным, а я позволю себе только по ходу какие-то уточнения, потому что вам виднее в деталях, на что лучше обратить внимание. Да, спасибо большое. Я думаю, что ваши вопросы всегда глубокие, направляющие, отрезвляющие, поэтому буду благодарен за ваши вопросы. Ну, начнем с целого ряда тезисов, которые очень важны для того, чтобы понять, собственно, почему российская экономика не обвалилась, как многие говорили в 2022 году, и какова вообще ее суть. Да? И я вначале просто хочу сразу сделать такой терминологическое, что ли, предостережение, потому что многие называют Путина правым либералом, российскую экономику праволиберальной и так далее, и так далее. Друзья, вот специально в начале доклада есть такие графики индекса экономической свободы России за последние 20 лет с начала 2000-х года. Да? И там видно, что Россия – это страна, которая никогда не была либеральной. Поэтому тезис, вернее, то слово, которое неудачно, на мой взгляд, придумали целый ряд экспертов, сислибы, системные либералы, он относится только к отдельным аспектам макроэкономической политики, да, а ведь свобода – это же вещь неделимая. Если говорить про свободу в плане политики, в плане гражданских прав, личных прав, вот тогда защита прав собственности, то Россия никогда не была либеральной экономикой, поэтому называть Путина либералом только потому, что он знает таблицу умножения, может складывать и понимать, что инфляция – это зло, это грубейшее как бы злоупотребление понятием либерал. Это очень важное замечание, поскольку и в украинском информационном аналитическом поле, и в российском среди журналистов, экспертов часто вот бытует такое мнение, что Путин, Кудрин, Греф, Орешкин и так далее, Набиуллин, такие либералы, они технократы, они прагматики, они выполняют, как вот при Гитлере были люди, которые выполняли приказы фюрера, так и при Путине есть люди, которые выполняют четко, профессионально приказы фюрера. Это точно не делает их либералами, потому что либерал это не тот, кто там следит или выполняет законы физики, химии или математики или экономики, а тот, который ориентируется на ценности. Поэтому ценностной ориентации Путина и правительства России ни в одном периоде никогда не было. Ни в 90-е при Ельцине, Черномырдине, ни при Путине, при всех его премьер-министрах. Вот этот график, который показывает, насколько далеки
как бы тезисы и, значит, утверждения целого ряда экспертов относительно того, что Путин там ориентируется на либеральную экономику, либо вообще Россия такая страна экономической свободы. Да, вот тот рывок вперед, который сделала Россия первые 8 лет 2000-х годов, да, это действительно было за счет существенного сокращения размера государства, за счет либерализации экономики, но это был небольшой фрагмент, который действительно позволил создать подушку безопасности, материальную базу. И вот если материальная база создана, к сожалению, нацистский преступник, тоталитарный правитель Путин использовал ее не для того, чтобы там условно раскрепощать предпринимательство, для того, чтобы повышать возможности россиян, а для того, чтобы просто аккумулировать вот военные вооруженные силы и потом захватывать соседние страны. Вот Грузия начал, и вот сейчас идет российская война с Украиной. Это первый очень важный тезис, чтобы понимать, чтобы не было никакого соблазна, потому что как только вы в одном смысловом ряду видите либерализм и Путин, понятное дело, что нам очень сложно потом будет отмывать его. Его и так значит, дискредитировал Гайдар с правительствами, потому что тоже там относительное, значит, раскрепощение бизнеса и тот грабеж, который был в России, был назван почему-то либеральными реформами. И вот отсюда у нас тоже в украинском обществе, во многих среди политиков есть такое жуткое отношение к тому, что такое либерализм. Я поэтому рекомендую всегда читать классиков, того же Мизеса читайте, Хайека читайте, Айн Рэнд читайте, где четко написано, собственно, что такое либеральная реформа, либерализм, и чтобы не путали вы, собственно, с этим монстром. Я думаю, что это была часть такой, знаете, заказной пропаганды, да, которую начал в свое время еще ставленник спецслужб Жириновский, назвав свою партию либерально-демократической. Заодно, чтобы можно было дискредитировать и либеральные, и демократические ценности. Позвольте небольшую ремарку по либеральному и пойдем дальше, да. Вот на моей памяти сразу я вас слушала, и всплыла история о том, как за последние там месяцы очень активно идет такая реприватизация, да, или национализация крупного бизнеса. Означает ли это, что окончательно Путин и Россия отходят даже от тех вот каких-то либеральных моментов, которые были в их жизни? Означает ли это, что экономика совершенно перестраивается в другую сторону, приобретает совершенно какую-то другую ориентацию? Знаете, это вот де юре есть де факто, да? Если мы берем 2000-е годы, это один момент, потом 2010-е, этот процесс национализации и захвата государством активов начался очень активно. И были споры разные там в конце 2010-х, а сколько, собственно, размер госсектора в России. Цифры разнились там от 50 до даже 70%. Но опять-таки это методика расчета. Знаете, фашистская Германия нацистская при Гитлере, Гитлер же тоже не национализировал предприятия, предполагая, что частные предприятия будут работать так, как он хочет на этот, собственно, режим. То же самое делает Путин. Бизнес государства – это не только де юре бизнес государственных предприятий, государственных банков и других структур. Да? Это бизнес государства, который выполняет планы, программы, работает по матрице, по заказу самого правительства. И как только кто-то по разным причинам этого не делает, тогда можно его национализировать, тогда можно его обанкротить, потому что количество инструментов, которые можно использовать против любой коммерческой организации, тем более большой в России, предостаточно. Собственно, то, что происходило в начале 2000-х с Ходорковским, вот, с ЮКОСом, является типичным примером. А сегодня, тем более, когда любой бизнес – это, по сути дела, продолжение коммерческой деятельности Кремля, как я называю это, синдикат, нацистский синдикат официальной власти оргпреступных группировок, которые управляет страной как вот одним общаком. Да? И здесь опять-таки тоже нужно, когда мы оцениваем потенциал или ресурсы модели, есть такой соблазн все сводить к неким цифрам федерального бюджета. И смотрим мы на федеральный бюджет последних 4 лет, видим, что на войну использовалось 5-8% ВВП. И думаю, это же в принципе немного, 120-150 миллиардов долларов. Но по разным оценкам, да, вот эта цифра, да, это инвестиция, по разным оценкам, если мы посмотрим,
сколько денег и как было использовано Россией на подготовку к агрессии широкомасштабной, на передел, собственно, границы мира, тогда мы получим совершенно другие цифры. И здесь нужно использовать или применять, учитывать цифры, которые использованы на построение мягкой силы во всех странах Запада, на создание коммерческих организаций, на покупку депутатов, премьеров, президентов, банков и так далее, на продвижение СМИ, в том числе, мы это знаем в Украине по Медведчуку и компании, да, как они работали со СМИ, там, сколько там, 5-6 миллиардов долларов было только на Украину. Естественно, ресурсы, которые были потрачены на Европу, на Америку, несравненно больше. Это было в течение там 20 лет. Поэтому, когда мы говорим, вот цифра, ну, Россия тратила на оборону только столько-то, да, это часть правды. Вся правда гораздо больше. Вот если мы поймем, сколько денег потратила Россия на подготовку и сейчас во введение войны, то мы увидим гигантские ресурсы, которые выходят там за рамки 2,5 триллионов долларов. И даже вот Bloomberg, по-моему, и другие журналисты, эксперты оценивали поддержку России военных действий и операций. Они вышли на сумму там 400-450 миллиардов долларов в год. И вот представьте, что мы с этой суммой, да, как-то должны противостоять. И нам наши партнеры говорят, ну вот вы знаете, мы же вам помогаем. Да, и вот ваша великолепная просто передача была с Андреем Николаевичем Илларионовым, где он на цифрах показал, что из 210 миллиардов долларов военной помощи от США оказалось не целых 30. Ну, еще плюс возьмем Европейский Союз, и мы получаем, что даже во время войны, даже когда уже совершенно очевидно, что Россия загоняет туда гигантские еще деньги вверх того, что было потрачено, надо не как бы говорить, что Украина получает много, да, а представлять, как вы можете воевать, когда у вас там процентов 15-20 только от той суммы, которая ежегодно в операционном режиме тратит на войну ваш враг. И это тоже очень важный момент, потому что, знаете, вот Кремль, да, какая разница, что Потанин там, или Вексельберги, или Ковальчуки, или там Тимчики, другие товарищи, которые являются частью вот этого самого преступного синдиката. Даже если у них есть частные структуры, того же Медведева, там эти все компании, они работают как один кулак, как одна мафия, надо понимать, да. И поэтому, когда вот то, что выгодно вот этим людям, да, то Путин и поддерживает. И эти ресурсы коммерческих организаций, банков, промышленных предприятий, разных фондов, они в той или иной мере, в том числе, используются на поддержку ВПК. Вот, например, такой же пример, 30 инвестиционных компаний, проектов, которые российские бизнесмены и там и власти завели в Беларусь. 30 только, да? Тоже за кто там 2-3 миллиарда долларов. Вот кто же их же там не учитывается? А это только то, что в Беларуси, а то, что еще по регионам, а то, что там с Ираном, Северной Кореей, это тоже деньги, которые через схематозы разно уходят, и проследить их вместе невозможно, только сделать такую общую оценку. Я очень небольшую ремарку, да, вот я хочу обратить внимание на этот очень важный показатель. Вот вы сейчас говорили о поддержке, а я бы предложила отмотать немного назад, потому что вот недавно у меня было большое интервью о том, как разведки берут и следят один за другим, да, вообще в мире. И это же удивительно, что Запад пропустил подготовку России к этой войне. А если он не пропустил, ну вот эти цифры, их же можно было считывать, анализировать, они же до сих пор являются доступными, раз вы ими пользуетесь. А раз пропустил, значит, это тоже о чем-то говорит. Просто я хотела бы вот важность вот этих подсчетов не только для сегодня, для вчера, но и для будущих вообще моментов. Это спасибо большое за аргумент, потому что я хочу напомнить в конце 80-х, что делала ЦРУ, оценивая военную, промышленную, экономическую мощь Советского Союза. Когда они завышали в разы эти самые показатели, вот они игнорировали экономику, и на самом деле традиционно почему-то считается, что разведка это про вот военные, про танки, про мощности. Там остро не хватает экономических знаний, системного подхода для того, чтобы оценить этот самый, значит, потенциал. Потому что когда вот учат какого-нибудь хорошего мальчика, выпускника или девочку из университета Плюща,
он же подходит оценками вот той западной модели. Уже не понимает, что государство, фирма, государство, мафия – это другие совершенно принципы. А нацистская Россия сегодня именно этот кейс, как и лукашенковская тоталитарная Беларусь. То есть там считать только по одному бюджету нельзя. Мы, по-моему, с вами говорили по тому, как Всемирный банк наконец-то в 2023 году в конце перешел от оценки госсектора госпредприятия state-owned enterprises на модель business of the state, бизнес государства. И вот когда получается в России это государство, фирма, бизнес, мафия, оргпреступная группировка в одном. Методологически вот этот целый кластер всего, да, он не подлегает, вот никак нельзя его препарировать при помощи стандартных макроэкономических там инструментов, используемых Всемирным банком, ООН, там, Международным валютным фондом и так далее, и так далее. Поэтому многие разведчики, там, разведки ошибаются. Это если они действительно используют методологию. А есть еще такое допущение, предположение, что просто среди разведчиков были многие люди, которые работали либо сознательно, несознательно вот на этот такой сценарий пропускали. Потому что когда мы, помните, говорили по поводу того, как после 2008 года Грузии, как после 2014 года в Украине, когда началась полноценная война, как американцы, как европейцы относились к экономическим проектам, форумам в России, в Петербурге, в Москве и так далее, и так далее. Они там были участниками. То есть вот, пожалуйста, вам soft power, вот, пожалуйста, те самые триллионы долларов, о которых мы говорим в своем докладе, которые были потрачены на войну. Потому что, когда вы только говорите, вот, Министерство обороны, вот этот бюджет, вот столько там всего, расписали, гаубицы, танки, все, это часть всего лишь. Потому что современная война гораздо более широкое понятие, и нужно считать вот именно все эти бюджеты. Особенно если вот опять Russia Today чего от нас стоит там по всему миру, спутники и так далее, и так далее. Вот, поэтому это очень важный момент, который я обращаю внимание, обратил внимание, значит, органов власти Украины, чтобы в своих переговорах с европейскими партнерами, с Дональдом Трампом, опять-таки этими цифрами оперировали и говорили об этом, поскольку что надо американцам реалистичную картину, чтобы не было вот такой-то, знаете, подхода, ну, не будем пинать ушедшего старого льва, да, но то, что было предыдущие там 4 года администрации, это было непрофессионально, это было некомпетентно, это было, ну, по трусости либо по глупости, это можем уже как бы, это уже другой разговор. Вот, поэтому вот это вот такой тезис. Следующий тезис касается, собственно, того, как повлияли санкции на рост российской экономики. Да, конечно, можно даже дисклеймер сделать, что, конечно же, российская экономика и статистика – это вещи в России не точные, или, по крайней мере, не строго соответствующие методологии того, как считается в свободных демократических странах, но, тем не менее, целый ряд там перекрестных показателей, большой объем данных. Вот я перелопатил данные Центрального банка России, прекрасная статистическая база данных, целый ряд исследовательских организаций, Министерство финансов, Министерство экономики. Есть материал, то есть есть как бы натуральные показатели, которые, ну, их не, знаете, где-то бы вылезло, да? Вот Лукашенко больше этого мусора, а в России вот это как бы погрешности, если есть, то они незначительны. Так вот, если посмотрим мы 2022 год, экономика России в долларовом выражении 1,7 триллионов долларов, экономика России в 2024 году по итогам будет порядка 2,2 триллионов долларов. Она выросла. И это является главным индикатором того, как сработали санкции. Среднегодовые темпы роста существенно выше, чем в Европейском Союзе. В прошлом году было 3,6% роста ВВП. В этом году будет около 3,8, 4 даже. Вот, я буквально смотрел сегодня утром по Центральному банку, по правительству. Вот они оценивают прогноз, вот дают порядка, значит, 4,3-8-4% роста ВВП, причем это такой консенсус-прогноз, который проводится среди ведущих руководителей коммерческой организации, органов госуправления, то есть, знаете, как они вот изнутри это знают. И когда 4, да, ну это вот, знаете, вы ввели в санкции, получили 4% роста экономики,
При курсе, внимание, курс российского рубля за 2024 год подешевел, то есть, или там девальвация состоялась не целых 10%, инфляция не целых 10%, торговый баланс в плюсе небольшом, да, поэтому здесь, вот когда мы говорим про те санкции, они действительно дырявые, буквально вчера я этого уже Келлога слушал, и представителя администрации Трампа, который сказал, по шкале от 0 до 10 санкции мы оцениваем пока против России на 3. То есть 10, От нуля до да, 10 на 3 после 3 лет такой войны. Да. И вот это вот санкции да, as long as it takes, мы с вами, мы вам поможем. Поэтому то, что мы вот имеем такие результаты, это исключительный героизм в ЗСУ наших героев, которые вопреки всему, с минимальным количеством оружия, держат фронт и показывают беспрецедентную храбрость и результаты. Слава им, героям слава, и вообще и то, что они делают, это просто войдет в историю человечества. Это же не 300 спартанцев, это 300 тысяч украинцев, да, которые показывают чудеса героизма. Вот. А экономика, вот то, что должны были сделать или помочь нам, да, вот по поставкам оружия, нет серьезной там поддержки, адекватной, скажем так. Потом, потому что мы, конечно, благодарны за каждый дрон, за каждый патриот, за каждый мираж. Но, друзья, ну это ж вот не к началу 2024 года только нужно делать. Ну, чего вы этим добиваетесь? То есть адекватность принятия решений по Украине просто шокирующая низкая. Вот, поэтому, когда мы говорим про, тоже там, есть такое мнение среди политологов, особенно геополитиков, Россия карлик, ссылаясь на то, что она там имеет там 2% мирового ВВП, ну и что? Ну 2% мирового ВВП, друзья, это 2 триллиона. Бюджет, опять-таки, смотрим на бюджет. Тоже важный показатель, насколько изменились параметры не федерального бюджета, а как раз нужно оценивать то, что делает МВФ, органы госуправления. Это федеральный бюджет, региональные бюджеты, вот, и фонд социальных защит, то есть социальные фонды. Все вместе деньги государства. И вот они в 2022-2024 в среднем составляют около 800 миллиардов долларов. В украинский бюджет в 2024 году был 120. Да? То есть наше ВВП в 2024 году где-то 184-185, российский 2,2 триллиона. Это больше, это мы 10... это мы этот слайд сейчас смотрим, или там порівняння ВВП? Да, это тоже державные вытраты, подойдет, тоже, да? Потому что мы как раз и говорим, что вот сколько державные вытраты наших, да, а сколько российские, это с одной стороны. С другой стороны и ВВП, пример еще хуже положение, потому что получается, что вот если мы будем ориентироваться на то, кто первый, грубо говоря, себя истощит, да, то тут представляете, как можно вот это рассчитывать. Это вот то выснажение, которое это вот истощение, действительно будет гораздо быстрее у нас, без адекватной помощи. Вот правильно, вот слайд очень хороший, ВВП на душу населения, смотрите, как это меняется. Значит, по ВВП, по паритету, да, и, значит, по этому. И ВВП, соответственно, Украины к России. Мы видим, что существенно без поддержки, без помощи, да, наших партнеров, естественно, мы будем платить очень высокую цену, прежде всего жизнями наших героев, наших солдат и офицеров. И это нужно понимать, потому что любые задержки, любые, там, знаете, когда наши партнеры говорят, ну, давайте переговоры, все, там, типа, вы не можете победить. А чем побеждать? Чем побеждать, друзья? Я вот опять-таки недавно посмотрел один, значит, материал хороший, значит, по поводу того, какие бюджеты НАТО на вооружение были в 2023 году в долларах США, приведенных от них, да? Вот все страны, значит, НАТО, их бюджет был 1 200 миллиардов. 1 200 миллиардов, да? Когда Трамп говорит, что, причем там Германия 1,5% ВВП, только не 2% тратит на вооружение, Нидерланды 1,5%, Канада меньше 1,2%. Вот когда мы слышим те наезды Трампа на Трюдо, на Канаду, слушайте, ну вы хотя бы 2% того, что надо. Страна с бюджетом с ВВП 3 триллиона не может потратить адекватные 2% и делать свой вклад в защиту или в поддержку Украины.
При этом мы видим много хороших слов, такие болтология и все. Поэтому вот если вот будет там расчет такой интересный сделан, увеличение бюджета стран, военных бюджетов стран НАТО до 5% ВВП, то надо будет собрать дополнительные там те же 1,3 триллиона долларов. Да? То есть мы о таких суммах идет, причем ближе всего находится к этому таргету Польша, которая тратит там около близко к 4% ВВП. Вот такая история, которую тоже нужно учитывать. И поэтому, когда мы говорим, друзья, при существующих ресурсах, при существующей поддержке, мы проявляем чудеса, просто чудеса. Это вот тот наш дух, та наша воля к победе, которая и держит нас. И когда вы еще больше начинаете сыпать там соль на рану, посыпать голову пеплом и пытаться договориться с нацистским агрессором, вы что, ну, о чем вы говорите? Я понимаю, если бы там вы давали адекватную поддержку, помощь, да, если бы вы делали адекватные санкции, если бы вы сделали другой порядок в энергетической политике, если вы поменяли эти самые приоритеты, за 3 года можно было бы это сделать, да, но вы этого не сделали. И мы защищаем, потому что сейчас уже все признают, что Украина, да, вот если взять там сценарно, да, Украина защищает Европу и защищает Запад. Ну, представьте теоретически, что Украина вот проиграла, да? И тогда что? И тогда представьте, какие расходы будут у Европы, Европейского Союза, Америки и стран НАТО на безопасность. Это простой сценарий, просчитывается на раз-два. Ну, неужели вы разучились считать на 2 шага вперед? Это Разучились, Ярослав, разучились, Ярослав. Да? Это то, что просто обойдется вам в триллионы долларов дополнительных издержек, в потерю репутации, в то, что будет с Китаем, развязаны руки с Турцией, другими организациями, просто вот деградация собственного выбора. Поэтому сейчас, когда вот Трамп пришел к власти, опять-таки нужно вот эти все цифры говорить, потому что я уверен, что у него их не было. Как и вот когда вот мы говорим про вот эти вот смешения цифр у политиков, там, вы, знаете, вот тоже есть такой парламент принял решение о выделении Украине такой-то суммы, или парламент принял решение Европейский Союз ввести санкции. Все похлопали, закрыли двери и пошли пить свое капучино с круассанами. Как будто эти санкции сами себя обеспечат, сами себя будут имплементировать и следить за ними. А расистам только это и надо, потому что они прекрасно понимают, как их обходить и при помощи существующего схематоза. Вот, и никого же еще не наказали, не разорили. Не... Знаете, за Саддамом Хусейном больше смотрели, больше следили в начале 2000-х, да, чем за нацистским преступником и агрессором Путиным со своего армады. Ну, как это так может быть? Вот, поэтому вот наконец-то мы возвращаемся к правде, да, и правда это вот те цифры, которые мы написали в докладе, они как раз об этом достаточно красноречиво говорят. Вот, то же самое, например, там, торговля нефтью, да, то есть есть такая мистификация торговли нефтью, да, вот нефть, если мы обвалим там Трамп до $40, 30, то это будет вообще, Россия там сложит ласты и все. Посмотрите то есть опять-таки там слайды наполнения, не слайды, а в самом докладе есть цифры по наполнению бюджета от нефти и газа. В не больше 30, вот цена, да, исходя из этого, наполнение бюджета не больше 29-30% федерального бюджета, друзья. Федерального бюджета. Есть это небольшая часть. И даже в самом худшем сценарии на 2025 год, если Россия потеряет от обвала цен на нефть там 50-60 миллиардов долларов, то, поверьте мне, это никак не остановит Путина, потому что ресурсы, это нефтяники будут меньше есть, это нефтяники будут меньше обновлять какое-то оборудование, это газовики будут меньше, опять-таки, строить себе дачи, откаты, но все равно система будет работать. И нам же как? Нам же каждый месяц, каждый день ценен, чтобы как максимально больше оказать давление и разрушить этого нацистского преступника. Потому что если речь идет, как говорят многие российские экономисты, в среднесрочной перспективе российская экономика превратится в низкотехнологический бензоколонку, среднесрочная перспектива это 5-7 лет. То есть 5-7 лет, вы представляете, какое выснаживание, какое истощение будет в Украине за эти годы. Это же кошмар, это цена неподъемная. Знаете, да, Дальмир.
Небольшое уточнение, просто раз уж вы заговорили о нефти и газе, просто мне приходилось в последнее время все время читать, что там «Газпром» банкрот, газовая отрасль банкрот, там угольная отрасль банкрот, промышленность банкрот. Вот очень интересно, как вы это обнаружили, как это работает? Раз уж говорите, то давайте сразу уже и это, если Да, что, то конечно. Знаете, говорите вот об этом тоже, да. в Америке и в Европе есть организация, которая называется «Слишком большие, важные, чтобы обанкротиться». Никогда ни «Газпром», ни нефтяные компании ключевые, ни угольные, они никогда не будут банкротиться, потому что, знаете, банкротство может быть по бухгалтерии, да? Вот я банкрот, у меня нету прибыли, ай-яй-яй, банкрот. Это в экономике, которая следует рыночным там, методологии, оценке и все. Опять, друзья, российская экономика и российская вот этот нацистский тоталитарный режим – это одно целое. С одного кармана всегда перетечет в другой, когда, если там есть деньги. А есть откуда брать. Плевать Путину там, или там, его окружению на то, что там не будет бухгалтерской прибыли, что акции «Газпрома» будут там близки к нулю, что нефтяные компании будут работать с потерями и там с незагруженным. И что? Для того, чтобы заправлять танки, для того, чтобы делать вот эти все операции, закупать пушечное мясо в Северной Корее и дроны в Иране и вместе сделать с Лукашенко оружие, хватит ресурсов на годы вперед. Как раз там же речь идет не о том, чтобы растягивать, знаете, в течение 10 лет истощение будет, усталость россиян, они наконец-то поймут, что Путин воюет, потому что является там у него пуля в голове, там, или он там поговорил с каким-нибудь там старцем, который сказал, что он должен завоевать Киев там и в Лавре там помолиться. Это же не про это. Нам нужно в контексте ближайших там 12-18 месяцев, используя политическую волю Трампа, закончить войну, закончить его капитуляцией России. Капитуляция России, вот опять-таки мы приходим к тезису, который является одним из выводов доклада, да? Не военного решения, не военной победы Украины в этой войне не существует. Значит, не существует не военного решения или там повестки дня сотрудничества Америки, сотрудничества НАТО, Европейского Союза, там, Японии, всех стран оси добра или коалиции добра против нацистского агрессора. Мы четко должны понимать. И когда вот я опять слышу я там, слышу вот на Всемирном экономическом форуме выступление Ван дер Лайн, выступление Шольца, выступление ООН, когда они начинают эту чушь говорить, продолжать про то, от чего уже Трамп официально отказался на основе научных выводов. А те продолжают говорить, что наше самое большое достижение, оказывается, Ван дер Лайн, это Парижский климатический договор. Ну, Людмила, как это можно серьезно слушать? Согласна с этим утверждением, но хочу вернуться к вашей фразе: «Невоенного решения этой войны не существует». Это вот давайте определимся. Мы здесь говорим об экономическом бэкграунде или мы и дипломатию выносим за скобки, или мы говорим и о дипломатии, и об экономике? Вот давайте тут уточним, это Да, важно. очень правильное замечание. Когда я говорю не военного решения нет, я говорю о том, что без поставок оружия, без демонстрации силы, peace through force. Собственно, та формула, которую озвучил Трамп, она должна быть реализована. Потому что если вот Трамп, даже вот взять вот эту гипотетическую шкалу от 0 до 10 санкций, да, если она будет даже 8, да, все равно это будет 3-5 лет для того, чтобы российская экономика была, в конце концов, поставлена там в темпы минус 5. Да? Но опять-таки это будет сужаться, потенциал будет меньше, она будет, эта машина, как бы, так знаете, скрестись вперед, то есть, но все равно пушечного мяса там еще на пару миллионов есть. Поэтому это надо делать, это обязательно нужно ужесточать, и мы надо в пакет акций или в пакет действий украинскому руководству рекомендовать Трампу это делать, но опять-таки это не заменяет и не замещает важнейшую компоненту, которым является поставки необходимого вооружения. Сколько уже лет там и Залужный писал списки, Михаил Подоляк говорил списки, и Кулеба говорил списки. Вооружение необходимого для того, что и там Владимир Александрович Зеленский тоже говорил про необходимое вооружение. И что? Знаете, вот это вот как бы мы говорим, я понимаю, что руководство страны, им там, да, спасибо большое хотя бы за это, да,
Ну, опять-таки, надо просто вот нашим партнерам сказать, друзья, ну, давайте серьезно разобраться, потому что когда вот начинается говорить, а что нам за это Трамп говорил, да, вот эти редкоземельные металлы пошли и так далее, ну, наконец-то. Давайте, потому что нам тоже выгодно, чтобы крупнейшие международные компании с их технологиями, с их цепочками сбыта, с их возможностью интегрировать Украину в глобальную систему распределения, разделения труда, пришли к нам. Но для этого наше домашнее задание. Это один из выводов, который тоже мы сделали. Друзья, вот Россия за 20 лет до начала полномасштабной войны с Украиной, она накопила себе жирок, ресурсы не за счет огосударствления экономики, а за счет того, что не дало дышать предпринимателям. Да, олигархам отдельно, да, и этим, но они стали богатыми и работали вот на эту машину, да, не заработали денег. А что же делать с нами? Мы же этого периода никогда не имели, да, не имели, поэтому нам нужно во время войны вот те самые меры, которые сегодня Маск делает в Америке. Додж нам нужен, нам не нужно государство 70%, потому что нам и вам, и мне говорят военные, друзья, 90% дронов делают частные компании прекрасно работают, дайте им заказы, они сделают гораздо больше. Зачем для этого Укроборонпром, зачем эта система сложнейшая, запутанная, вот великолепное интервью ваше с австрийским экспертом было, вот, всем рекомендую посмотреть, потому что вот это реалия. И когда мы сами начнем делать и сделаем домашнюю работу, тогда вот эта военная компонента, кстати, я уверен, что когда Путин, там, и у них тоже там же есть глаза и уши, к сожалению, внутри страны нашей, когда они увидят, что реально изменилась система и производства оружия, и финансирование производства оружия, и вовлечение американских, и британских, и других корпораций, вот тогда Путин, который не является там, он трус, он сразу увидит, что все, поменялась система, надо что-то делать иначе. Ярослав, давайте продолжим идти по докладу. Это Да. интересно, да, по цифрам. Мы сейчас давайте вот даже, может быть, какие-то цифры, которые вы считаете нужным, вы тогда нам назовите. Да, давайте. Вот смотрите, еще пару показателей, которые говорят об относительной устойчивости российской экономики и неадекватности санкций. Резервы Центрального банка России превышают 600 миллиардов долларов. Они не изменились с начала войны. Вот, пожалуйста, вам цифра прекрасна. То есть истощение резервов Центрального банка России не состоялось. Секундочку, тут позвольте сразу ремарку. Давайте. Но со времен полномасштабного вторжения у Украины сейчас самые большие золотовалютные резервы Национального банка. И что? Вопрос же, откуда они у нас, да, и откуда они у России. Нам ежегодно в течение 3 лет в бюджет дают под 40, в среднем 2 миллиарда долларов. Из этих денег мы пополняем золотовалютные резервы, мы держим искусственный курс гривны, мы увеличили долг почти до 100% ВВП, да, это цена, мы стали, по сути дела, ну, то есть это только из-за благосклонности и щедрости наших партнеров мы не в дефолте, а по факту мы уже давным-давно там, и ситуация без списания этого долга не обойдется. Откуда Россия берет эти деньги на ЗВР, она зарабатывает и в том числе на экспорте энергетических товаров. Когда мы видим про ситуацию с госдолгом, опять-таки это тоже показатель, да, то он не превышает по итогам 2024 года 20% ВВП. Только 20%. Предельный показатель долга для вступления в зону евро, напомню, 60%. Для переходной экономики, такой как Россия, там, и она вот в такой группе находится, это может быть там 40-45, а у нее 20%. То есть она зарабатывает деньги, то есть вот эта система, надо понимать, да, при всем грабеже. Вот если бы они еще не воровали, если бы не было откатов, тогда она была бы вдвойне опасна. То есть коррупция России, вот эта откатная экономика, она ослабляет, она, к счастью, снижает военный потенциал и, собственно, делает такую, знаете, эрозию этой всей системы. Но когда вот мы видим макроэкономику, дефицит бюджета по итогам 2023 года был там не меньше 2,5% ВВП, а по итогам этого года меньше 2% ВВП. При таком долге. Вы думаете, мало желающих дать правительству России в долг при таких цифрах? Огромное количество. Только хотела спросить, может, им просто не дают?
Почему вы думаете, что огромное количество? Не, в том-то и дело, даже эти российские банки, даже эти миллиардеры, олигархи, они с удовольствием, потому что это беспроигрышный вариант. Знаете, это как вот, опять-таки, параллель с Украиной, да? Кто в Украине, кому в Украине 3 года живется прекрасно и зарабатывается великолепно. Вот этим 5 банкам, плюс которые прекрасно зарабатывают на наших облигациях и ценных бумагах Национального банка, потому что когда вы имеете, помните, имели это под 25%, а сейчас имеете 15%, при стоящем и прогнозируемом курсе вы всегда в шоколаде и в выигрыше. Но это не развитие кредитно-денежных отношений, это не развитие финансового рынка и поддержка финансового предпринимательства. Россия, вот опять-таки, либо это вот она, как Путин, он взял, как, знаете, как мафиози, да, они же контролируют и управляют, владеют крупными кусками, да, теми, которыми командные высоты в экономике. А по мелочевке зарабатывайте, люди, зарабатывайте. Мы к вам не будем лезть, только кормите себя, грубо говоря. И вот это вот тоже помогает, потому что каждый субъект федерации, он имеет свои кормушки, свои какие-то бизнесы. Вот это позволяет их делать вот эту самую более-менее устойчивость. Но опять, смотрите, цифры, которые девальвация российского рубля в 2024 году, когда должны были уже санкции сработать, меньше 10%. Помните, курс был 104, и тут многие думали, ну все, полетит он там 150 и все прочее. А сегодня он там 98, а среднегодовой курс, да, оказалось 92,5. Вот вам реалия. Поэтому я не к тому, что эти все аргументы всего лишь в одну как бы точку бьют. Не думайте, что тоталитарный нацистский режим является полным идиотом в сфере макроэкономики. Они полагаются на технократов, которые знают эти все модели, знают взаимосвязи, и поэтому это знаете, вот как взять такого генерала от экономики. Помните, мы с вами много раз говорили, что нам в Украине нужен Залужный от экономики. До сих пор мы его не имеем. А у Путина есть Залужная своя, то есть не Залужная, по крайней мере, а вот это вот, кто там у них сейчас? Набиуллина. Вы о Набиуллиной Да, сейчас вот, говорите, вот, да? Набиуллина есть, у него это Мишустин есть, который тоже технократ. Они технократы, никакого отношения к либерализму, понятное дело, не имеют. Но они, как, знаете, как роботы, запрограммированы на какую-то работу, они делают ее качественно. И нам, а у нас, помимо нашей вот внутренней расхлябанности, у нас еще огосударствление произошло. И слава богу, что нам дают деньги еще там на пополнение резервов, на удержание. Но когда у нас дефицит торгового баланса 20% ВВП, когда без дефицит бюджета у нас опять-таки 17-20% ВВП, 3 года подряд, Людмила, это ненормально. А наши все говорят, у нас устойчивость. Устойчивость почему? Потому что вот деньги получаются. Но самая большая проблема, опять-таки мы с вами это как-то говорили, что доля денег, которые расходуются на оборону в Украине, непозволительно низкая по сравнению с теми невоенными расходами, которые есть в нашей экономике. Так, теперь, если позволите, я хочу вернуться к такой теме, как инфляция, потому что, к сожалению, время так быстро как-то летит, да. Хочу вернуться к теме инфляции в России, потому что даже Путин уже откровенно стал говорить, что это проблема. Вчера тоже появилась информация о том, что фактически Национальный банк как бы даже и умыл руки, Центробанк, извините, умыл руки и сказал, что ну это там вообще Минфин. Вот. А Минфин это, он подчиняется Да, ну, Путину. понятно. Иными словами, Набиуллина сказала обо всем, там спрашивайте у Путина, хотя ставку все-таки сохранила. Это вот к вопросу об инфляции. Насколько она критична и насколько она Смотрите, вот важна? я опять посмотрел итоги денежно-кредитной политики 2024 года Центрального банка России. Мы имеем практически за 2024 год не изменилось объем наличных денег в обращении М0, то есть это горячие деньги, да, то есть он немножко колебался, там плюс какой-то прирост есть, 2-3%, но не больше. Увеличение широкой денежной массы, опять увеличение М2, это рублевая денежная масса, где-то порядка, там широкая денежная масса 17-18%. Это много. Поэтому, когда Набиуллина говорит, что это Минфин, да, Центральный банк свою работу делает. У него есть определенные инструменты, которым он пользуется для того, чтобы не было роста цен. Что делает Минфин? Минфин просто стимулирует потребление своими деньгами. Вот эти вбросы денег, которые делает Минфин, стимулирование там и ипотеки, и ВПК, и так далее, это и есть
вклад в эту самую инфляцию. Естественно, и Набиуллина, и Мишустин, они, я думаю, формально там считают эту инфляцию для того, чтобы она была приемлемой, да, до 10%. Но когда жалуются люди, да, естественно, они оценивают эту инфляцию по индивидуальному набору товаров и услуг. И она, конечно, должна быть больше, потому что был такой момент, когда один из розничных операторов считал свою корзину товаров и услуг, и вот эта разница была между официальной инфляцией и этой корзиной порядка в 3 раза. Поэтому он больше перестал это делать для того, чтобы не раздражать людей. Но инфляция есть, но подчеркиваю, до 10% официальная инфляция. Даже если инфляционный налог будет 20%, когда у вас цена людской жизни равна куску мяса, да, грубо говоря, когда нету вообще оценки там благополучия такой, да, Путин скажет, покупайте рубли. Вот у них же еще есть ресурс национализации вклада, есть ресурс ограничения жестких валютных операций, чтобы полностью превратить Россию в закрытую крепость за железным занавесом. Поэтому еще, когда мы говорим про инфляцию, да, но у нас в Украине при всей помощи Запада она почему-то 12%, при прогнозе 7%. То есть опять у нас же мы можем рассчитывать на профессиональную поддержку, помощь Центрального банка Европейского Союза, Швейцарии, Польши, Америки. Почему мы этим не пользуемся, почему мы в таком режиме работаем, это один большой вопрос. Поэтому нам нужно, инфляционный налог есть, да, он никуда не, но его легко при помощи существующей пропагандистской машины оправдать или списать на ту самую прожарскую деятельность Запада. Сказать, а это Запад нам привез тут через доллар эту вашу инфляцию. Выступит 5 профессоров через все каналы у Соловьева, Скобеевой, и все, и люди, ну да, наверное, это война, все к нам война это сделала. А в этом плане, опять-таки, Набиуллина не будет снижать ставку процентную по кредитам, потому что Путин знает, как только, если он действительно начнет фальшивомонетничество, такое серьезное, там, а-ла Глазьев, вот тогда, значит, очень быстро ускорится развал российской системы. Теперь к российской системе и ее развалу. Вот, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы все рухнуло одномоментно, да, но мы понимаем, что так не будет, и мы это вот внимательно, я за вами записывала то, что вы говорили. Но, с другой стороны, есть процессы, которые, может быть, это не развал, но начинаются необратимые процессы. Вот какая-то точка, после которой эти процессы наступают. И вот некоторые даже российские экономисты говорили мне о том, что в этом году Россия пройдет такую точку, если не остановит войну. Как вы оцените? В частности, Липсиц, мы с ним говорили об этом. Вот как вы это оцениваете? Считаете ли вы, что это будет именно так, как он говорит? Или это будет как-то иначе, и мы не рассчитываем на то, что для России там грядут какие-то очень тяжелые дни? Гарри Поттер, волшебник изумрудного города, хоббиты, это вот они про точки, да? Вот они могут точки назначить там и сказать что-то. Нету в экономической науке ничего, которое бы указывало на наличие такой точки. Это не про экономику, это фантазия отдельных людей, которые по разным причинам могут говорить про какие-то точки невозврата. Ее нету, да? В Советском Союзе была точка, где была точка? От того, что там шахтеры начали касками стучать, от того, что случился конфликт Ельцина с Горбачевым, где тут была экономика? Поэтому, когда мы говорим, что экономика является детерминантой революционных изменений, это не так. И поэтому в своем в заключении, в рекомендациях по тому, как ускорить развал России, или, скажем, становить эту экономическую машину, естественно, военный компонент очень важен, но нужно нетрадиционные, не асимметричные меры, которые любит Трамп. У Трампа можно поучиться, да, связанные с тем, чтобы ускорить эрозию того самого доверия к Путину, к системе, чтобы сами внутри люди понимали, что это аморально, это неправильно, это греховодно. То есть, ссылаясь на эти ценности и предпочтения русских, да, которые там есть, да, внутри, вот на это бить. Мы должны вызвать много, там, и запустить процесс вот этих линий разлома, по которым будет как бы фрагментироваться российское общество, российская власть.
Вот что самое главное. А если мы будем рассчитывать, что эта система там будет вот по законам экономики там рушиться, то мы очень долго будем ждать. Поэтому ни по точек этих самых невозврата, да, ни по политике Национального банка, ни по политике Минфина, ни по политике самого правительства я не вижу. Да, если они увеличат, например, какие-то военные расходы даже в 2 раза, и что? Что поменяется? То есть, когда стандартные сторонники этих модельных прогнозов рассуждают, они, очевидно, думают, что вот, да, будет технологическая там какая-нибудь деградация. Ну, придут китайцы со своими машинами, со своими технологиями, а для Китая это вообще за счастье. То, что происходит в России с точки зрения экономической экспансии, на российский рынок. Это, безусловно, китаизация России, китаизация Беларуси, она происходит очень быстро. И еще там 3-4 года Китай с удовольствием будет работать на этом рынке, заменяя там западноевропейские, японские, тайваньские, американские товары, и все. Поэтому даже здесь, когда вот я слышу про то, что Трамп ведет санкции на российский товар, на американский рынок, ну а какова доля вот этих самых товаров? Ну это же копейки. И для американцев это мало, и тем более это никак не обвалит Россию. Поэтому одно дело говорить метафорично. Я бы тоже хотел, чтобы там как некая точка была, это точка G, там условно российской экономики, нажал, и вот она уже имеет такой эффект, что она перестает думать и начинает просто выпадать в осадок. Но такого нету. Поскольку мы смотрим по финансам, мы смотрим по экспорту, мы смотрим по внутреннему потреблению, мы смотрим по готовности россиян, вот опять молчаливо, через зубы, за деньги, но все-таки участвовать в военном преступлении против Украины и мира. И мы пока вот на этом надо работать, для того, чтобы эти не точки, а вот линии разлома появились, и на этих линиях разлома нужно очень активно работать. Опять-таки, самая главная линия появится, когда будут успехи наши на фронте, а потом информация, потом использование мягкой силы. И, конечно же, главный потенциал – это создание полноценной такой вот коалиции сил там, альянса добра против оси зла. Вот это важнейшее. И для этого нам нужно великолепный инструмент и показать, что Украина избавляется от своего совкового наследия, потому что если бы там было, знаете, вначале мы показывали уже график экономической свободы России, так вот горькая правда, что в Украине хуже и по защите прав собственности, и по экономической свободе, и по верховенству права мы немножко лучше, но тем не менее, когда у нас личная свобода по последнему докладу 122 место, друзья, вот до чего мы дошли. А наша сила – это вот как раз есть общественная это воля, дух, стремление защитить свою родину. И вот это нужно раскрепощать вместе с раскрепощением духа предпринимательства. Ярослав, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Это тот случай, когда хорошо, но мало. Можно было долго еще об этом поговорить. Но в деталях, на самом деле, наши зрители, вы можете посмотреть это на сайте института. И я думаю, что уже там будет вывешен этот доклад. Да. И да, если у вас будут вопросы, вы нам присылайте. Мы тогда еще раз пригласим Ярослава и более детально это обсудим. Ярослав, спасибо вам огромное, как Спасибо всегда, большое. за то, что вы были Спасибо. сегодня с нами. Спасибо большое. Ярослав Романчук был сегодня с нами, за что мы ему ужасно благодарны и, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе YouTube и Patreon. Оставайтесь с нами.